Недавно мы с вами обсуждали два пути, по которым Россия в будущем может прийти к процветанию. Первый предполагает минимальное вмешательство государства в экономику, низкие налоги и не особо развитую соцсферу. Второй вариант наоборот. Соответственно, высокие налоги, куча правил, серьезные социальные гарантии. Давайте сегодня обсудим опыт страны, которая после выхода из СССР выбрала первый путь, без особого вмешательства в экономику. Теперь, спустя 30 с лишним лет, эта страна занимает 10-е место в мире по качеству жизни, 6-е по уровню экономической свободы, 12-е по индексу восприятия коррупции, у России, к слову, 141-е, 1-е место в Европе по качеству школьного образования и 4-е в мире. Страна эта постоянно в топе во всяких других рейтингах. Там, например, самое большое в Европе количество стартапов. Речь идет об Эстонии. Сравним стартовые условия России и Эстонии. Россия – огромная страна с природными ресурсами и развитой промышленностью и почти 150 миллионами жителей. У Эстонии ни территории, ни ресурсов, ни особой промышленности, а население в 100 раз меньше российского, даже меньше, чем у меня подписчиков. Внутренний рынок этой страны настолько мал, что, считай, его вовсе нет. Большой бизнес и промышленность развивать, ограничиваясь таким рынком, изначально проигрышная идея. Свой автопром не создашь, слишком мало покупателей. Крупный завод по производству стройматериалов не отгрохаешь. Не строят в стране столько домов, чтобы это окупилось. Эстония слишком мала даже для того, чтобы собственную сеть ритейла в ней создать. Ну, открыл ты супермаркет, может 2, 3, 4 будет уже лишним. Эстонский язык используется лишь внутри страны. У телевидения, у кино на эстонском сильно ограниченная аудитория. На ней не заработаешь. При этом аудитория не особо платежеспособная. В 90-е в Эстонии, как и в России, был кризис. Может привлечь туристов, чтобы те наполнили бюджет валютой? А чем их привлекать? Климат далек от тропического, пляжей золотых нет, моря теплого тоже. Казалось, не из чего здесь кроить историю успеха. Можно ездить на заработки в Финляндию, и на этом все. Но Эстония свой успех таки выкроила. Теперь это современная европейская страна с устойчивой экономикой. И сейчас мы обсудим, как у нее это вышло и какими возможностями Эстонии удалось воспользоваться. Очень важной предпосылкой для быстрого экономического роста и развития Эстонии стали демократические институты. Они сформировались в стране еще в начале 90-х. Эстония, как и Латвия с Литвой, в составе СССР были на особом счету. Они оказались в составе Союза гораздо позже. Жители Балтийских республик были самыми несоветскими людьми из всех граждан Союза. Среди жителей других регионов к 90-м уже не осталось тех, кто застал свою страну до революции. В Эстонии, Латвии и Литве разрыв был не такой большой. В 1989 году еще можно было нормально пообщаться с теми, кто жил в 1939-м. К тому же у Эстонии, в отличие от прочих республик, был опыт демократии. С 1918 года и вплоть до Второй мировой войны Эстония являлась независимым государством, парламентской республикой. Этот опыт не был забыт. Советский Союз, оккупировав балтийские государства, якобы по просьбам трудящихся, столкнулся с несогласием значительной части эстонского общества. Причем несогласие это не было исчерпано даже за полвека в составе СССР. То, что руководство Союза называло присоединением, жители стран Балтии считали незаконной аннексией, оккупацией. В отличие от других республик Союза, Эстония, Латвия и Литва не были тотально отрезаны от внешнего мира. В Эстонии спокойно ловились 2 финских телеканала, что позволяло людям сравнивать свою жизнь с жизнью в демократическом государстве. Эстонцы, кто говорит на эстонском, могут понимать финский язык. Поэтому, когда случилась перестройка, у Балтийских республик уже был ответ на вопрос, каких изменений они хотят. Хотели независимости и присоединения к НАТО и к другим международным организациям. А для этого, очевидно, требовалось восстановить в стране демократию. В обществе было понимание, разделение властей, сдержки и противовесы – это необходимая основа и для экономического роста, и для соблюдения прав человека. Россия не могла вернуться к досоветской политической традиции. В Эстонии же все было иначе. Более чем за год до того, как Эстония объявила о независимости, в 1990 году она вернула конституцию, принятую еще в 1938. По ней Эстония вновь становилась парламентской республикой. Высшим законодательным органом власти сейчас является парламент Риги-Когу. Исполнительной властью руководит премьер-министр. Он возглавляет правительство, которое формирует партия, победившая на выборах, или коалиция. Судебная система в Эстонии по-настоящему независима. Есть и пост президента. Того избирает парламент.
Президент не может быть членом какой-либо партии, не должен занимать государственного поста. Обычно эта должность предполагает церемониальные и представительские функции. Однако в случае войны, катастрофы или кризиса, если парламент немедленно собрать невозможно, президент может получить реальную власть до момента, пока соберется парламент. В отличие от многих европейских стран, где основные политические силы чаще всего леволиберальные, в Эстонии с самого начала 90-х годов в парламенте доминировали праволиберальные силы, что определило и направление экономического развития, например, низкие налоги и невысокую социальную нагрузку. В последние десятилетия такое положение вещей потихоньку начинает меняться. В парламенте появились и левые партии. Но стоит сказать, что в отношении Эстонии различия очень тонкие. Радикальных левых или правых найти трудно. Все очень умеренно. Идеология всех парламентских партий скорее центристская, с разными оттенками. Есть еще одно важное отличие от России. В политической системе Эстонии в 90-е годы провели люстрации. Весь госаппарат, партийная номенклатура и особенно те, кто работал на КГБ, они больше не могли участвовать в политике и занимать государственные должности. Работники КГБ даже не могли претендовать на гражданство Эстонии ни при каких обстоятельствах. Коммунистическая партия была запрещена. И даже в наши дни все эстонские чиновники, включая премьер-министра и президента, перед вступлением в должность делают письменное заявление, что они не имеют никаких связей и никак не сотрудничали с советскими или немецкими спецслужбами, а также не причастны к нарушению прав человека. Другой важной предпосылкой для быстрого развития Эстонии стала ее быстрая интеграция в европейский рынок, в западные структуры и институты. Сейчас кажется, что по-другому и быть не могло, как всегда кажется постфактум. Но тогда, когда все это происходило, все было не так очевидно. В то время экономика Эстонии разрушалась, как и экономика вообще всех союзных республик. Межотраслевые связи, общие для всего Советского Союза, были утрачены. За примерно 2 года ВВП Эстонии упал на 40%, а промышленное производство сократилось на 60%. Это катастрофический показатель. Не было ни ресурсов на продажу, ни реального сектора экономики. Казалось, что единственный путь для Эстонии – интегрироваться снова в экономику СНГ, восстанавливать старые хозяйственные связи. Но шаг этот был совершенно непопулярным. Так можно было снова стать зависимыми от России, чего хотела избежать большая часть эстонского общества. Поэтому правительство сосредоточилось на экономических реформах и интеграции в Европу. От СССР Эстонии в наследство достались пошлины на импорт, и новое правительство в 1991 году их все поотменяло. То есть производители из других стран, в первую очередь европейских, смогли ввозить свою продукцию в Эстонию и при этом не платить ничего на таможне, что сделало торговую политику Эстонии самой либеральной в Европе. Вскоре такая односторонняя либерализация дополнилась множеством торговых соглашений, и Эстонии стали доступны внешние рынки. Для внутреннего же рынка, и так пострадавшего от кризиса, это стало настоящим испытанием. Эстония отказалась от какого бы то ни было протекционизма, и местные предприятия резко оказались в условиях жесткой конкуренции. Банкротств тогда было немало. С другой стороны, сработал расчет на экономическую инициативу и свободу. Те предприятия, которые сумели быстро реструктуризироваться и переориентироваться на новые направления, стали наращивать продажи, а экономика Эстонии начала закономерно и быстро расти. В то же время шел процесс приватизации собственности. Во-первых, в отличие от России, в Эстонии возвращали собственность прежним владельцам, которую они потеряли во времена Советского Союза. Во-вторых, допускали к приватизации иностранных инвесторов. Те, как и местные, могли приобрести активы. В результате объем прямых инвестиций в экономику Эстонии, иностранных инвестиций, в первые же годы независимости был сравним с объемом вливаний в экономике Чехии и Венгрии. А чтобы привлечь больше инвестиций, валюту эстонскую, крону, уже в 1994 году сделали свободно конвертируемой. Правительство больше не пыталось регулировать курс. Такая открытость Эстонии привела к впечатляющему росту объемов импорта и экспорта. Во всех отраслях создавались комфортные условия для инвестиций. В сельском хозяйстве, в производстве, в шоу-бизнесе, в сфере услуг, в финансах, даже в научной сфере. И уже развитая научно-экспериментальная ниша стала фундаментом для развития нового мощного сектора – IT, который буквально стал драйвером экономики Эстонии. Быстрая демократизация и экономическая открытость привели еще к одному последствию. Эстония сравнительно легко вступила в 2004 году в Европейский Союз и НАТО, вошла в Шенгенскую зону. В 2011 году она стала частью еврозоны, отказалась от своей валюты в пользу евро. Это были важные шаги для безопасности и сохранения независимости страны,
Но и на экономику они повлияли положительно. Например, за первые 12 лет после вступления в Евросоюз ВВП Эстонии на душу населения вырос более чем на 9 тысяч долларов. Сегодня очевидно, что ставка на открытость и интеграцию в мировое сообщество для Эстонии сработала отлично. Но у страны есть и другие козыри. То, как правительство стимулирует экономику и налоговая система. Важной частью успеха Эстонии стала ее налоговая система. В 1994 году одной из первых в мире Эстония приняла плоскую шкалу подоходного налога. Это значит, что все, и богатые, и не очень, платят один и тот же процент, что стимулирует у граждан желание зарабатывать больше. Сначала ставка подоходного налога была 26%, в нынешнем году 20%. Это одна из самых низких ставок в Евросоюзе. В Германии, например, шкала подоходного налога прогрессивная и может доходить до 45%. При этом, как и в Германии, в Эстонии доход меньше определенной суммы, сейчас это 654 евро в месяц, налогом не облагается вовсе. Для организаций налоговая система Эстонии тоже одна из самых выгодных в мире. Например, вообще нет налога на прибыль предприятий, а налог с оборота не платится, если оборот этот меньше 40 тысяч евро в год. И система настолько проста и прозрачна, что Эстония стабильно входит в топ стран, где комфортно заниматься бизнесом. Среди населения очень высок уровень самозанятости, а привлекательность Эстонии для IT-сектора такая, что ее называют Кремниевой долиной Европы. Именно здесь был создан Skype. Здесь же работают компании-единороги с капитализацией в 1 миллиард долларов и более. Типа Airply, Bolt, Veriff, Pipedrive и другие. В Эстонии на 2022 год насчитывалось 10 таких компаний. В Таллине открыт гигантский филиал Microsoft, а Евросоюз основал там штаб-квартиру по кибербезопасности. А все потому, что эстонские власти не чинят препоны бизнесу и стартаперам, удерживают налоговую нагрузку довольно комфортной и предлагают привлекательные визовые программы. Например, программу Startup Viz, которая позволяет иностранцам легко начать в стране бизнес в сфере высоких технологий, привести команду специалистов. Каждый из них получит вид на жительство сроком до 5 лет. Такая политика позволяет увеличивать ВВП, наполнять бюджет и развивать все новые технологические отрасли с высокой прибыльностью. Одна из новых отраслей – это роботостроение. В этой сфере все больше успешных компаний, например, основанная в Эстонии Starship Technologies. Она производит роботов-доставщиков, похожих на луноходы. Лишь за последние 2 года компания привлекла не меньше 100 миллионов долларов от венчурных инвесторов. Другие компании, работающие в этой нише, например, Cleveron, Milram Robotics, производят не только роботов-курьеров, но и почтовые автоматы и другую технику. Клиентом таких компаний становятся крупнейшие организации мира, от ритейлера Walmart до армии Японии. Что еще? Еще в Эстонии компактная, но очень эффективная система госуправления. Что такое большое и неэффективное государство, в Эстонии знали слишком хорошо. К тому же в наследство от Союза Эстонии, как и другим республикам, досталась коррупция, злоупотребление, непотизм, госслужащие и силовики, привыкшие превышать полномочия. С таким приданным в ЕС не вступишь, поэтому еще в 90-е Эстония начала проводить целую серию реформ в юстиции, в полиции, в судебной системе. Сейчас это одна из самых некоррумпированных стран в мире. Также в Эстонии придумали и реализовали амбициозный проект электронного государства. В России есть госуслуги, мы можем такое себе представить. Но для большинства стран мира идея взаимодействия с государством онлайн – это что-то передовое из области фантастики. И такой проект Эстония начала еще в 90-е. Тогда весь госаппарат был подключен к единой системе документооборота и баз данных X-Road. Тогда же в Эстонии появились электронная идентификация и цифровые подписи. Эта система заменила собой для граждан налоговую, паспортный стол и кучу других инстанций. Работала быстро, не закрывалась на обед, не уходила в отпуск и не брала взяток. Сегодня в Эстонии 99% всех государственных услуг можно получить с помощью приложения в телефоне. Подать налоговую декларацию, зарегистрировать права на недвижимость, создать компанию, записаться к врачу, зарегистрировать рождение ребенка или узнать школьные оценки и посмотреть учебные материалы. Подать заявление на пособие, открыть счет в банке. И, что самое интересное, многие услуги доступны не только гражданам Эстонии, а всем. Достаточно стать электронным резидентом страны. Упаковав государство в смартфон, Эстония сделала его удобным, дешевым, компактным и прозрачным. В результате за Эстонией закрепилась репутация чемпиона Европы по экономии, что тоже работает на стабильный рост ВВП.
В итоге за прошедшие 30 с лишним лет Эстония, не изобретая велосипед, построила устойчивую демократию, интегрировалась в мировую и европейскую экономики, создала привлекательные условия для ведения бизнеса и создания стартапов в стране, сделала свои государственные институты эффективными и незатратными. Вышло ли все идеально? Нет. Последние 2 года дела в экономике Эстонии идут не очень. Растет инфляция, падает ВВП. Есть и систематические проблемы. Сократив налоговую нагрузку на бизнес, страна не может себе позволить оказывать социальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Сейчас Эстония тратит на это около 16% ВВП, пока средний показатель в Европе 28%. Эта ситуация потихоньку меняется. Средняя зарплата в Эстонии почти 1900 евро, минимальная 820. Средняя пенсия около 600 евро, а стоимость жизни сравнима со стоимостью жизни в России. Сейчас Эстония больше инвестирует в социальную сферу, особенно в образование. Есть и другие проблемы. Например, была серьезная волна эмиграции из страны. Кроме того, когда восстанавливали преемственность от досоветской независимой Эстонской республики, государство отказывало в гражданстве огромному числу жителей страны, не только русским, как традиционно считается, но и белорусам, украинцам, выходцам из других республик. Те, кто не мог доказать связь с довоенной Эстонией, получали особый статус неграждан и серые паспорта. Теперь сегрегация идет на убыль. Требования к желающим получить гражданство Эстонии смягчаются, хотя, конечно, речь идет о целом поколении, пережившем дискриминацию. Проблемы у Эстонии есть, как и у любой другой страны. Однако стоит учитывать, что вообще-то по всем макроэкономическим показателям Эстония должна была добиться примерно ничего. Ей пришлось создавать с нуля всю свою экономику, без трубы с нефтяными деньгами, без особого наследства. И Эстония отлично справилась, гораздо лучше других бывших республик Союза. Стала страной с устойчивой экономикой, сильными демократическими институтами, открытой миру, отстаивающей свои интересы, страной с репутацией и перспективами. У России был шанс добиться как минимум того же, или, скорее, даже большего. В отличие от Эстонии, у нашей страны множество преимуществ. Ресурсы, огромный внутренний рынок. Если бы в России росли доходы населения, обеспечивая платежеспособный спрос, ее внутреннему рынку цены бы не было. Преимуществом был русский язык, на котором говорили во всем регионе. Также выгодное географическое положение, огромный туристический потенциал. Наша страна не могла не стать успешной, но не стала. И все же история России не закончена. В будущем у нашей страны снова появится шанс построить демократическое государство с крепкой экономикой. И тогда нам стоит учесть опыт Эстонии. До завтра.